Глава 2. Фрейлинг. Фрейлинг – это очень обаятельная технология человеческих отношений. Вы хотите научиться оказывать влияние на людей, чтобы добиваться успеха. Это наименее эффективный и весьма сомнительный способ. Не нужно давить на окружающий мир в стремлении добиться своих целей. Вы убедитесь, что мир сам идет к вам навстречу с распростертыми объятиями. Люди чувствуют к вам необъяснимую симпатию. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. Намерение отношений успех нашей жизни мы привыкли измерять, с одной стороны, уровнем достижений, а с другой объемом накопившихся проблем. Трансерфинг помогает не бороться с проблемами и даже не столько решать их, сколько просто не встречаться с ними. Цели достигаются, опять же, нетривиальным способом с помощью внешнего намерения. Любые проблемы и достижения, так или иначе, рождаются в отношениях с людьми, будь то личные отношения или деловые. Возникает вопрос, можно ли использовать внешнее намерение в отношениях с людьми? Трудность заключается в том, что это нечто неуловимое, его трудно подчинить воле и контролировать. Однако имеются методы, которые позволяют запустить его механизм неявно. Вы просто используете определенный прием, и внешнее намерение начинает работать само по себе, независимо от чьей-либо воли, но в вашу пользу. Что движет людьми? Внутреннее намерение. Так используйте их намерение, вместо того, чтобы использовать свое. Откажитесь от своего и позвольте внешнему намерению запустить механизм внутреннего намерения других. Для того, чтобы получить желаемое от внешнего мира, внешнему намерению достаточно только пошевелить мизинцем, потому что оно само ничего не желает и не делает, а позволяет работать внутреннему, настроенному на мир. Используйте внутреннее намерение людей для достижения своих целей. Несмотря на корыстный оттенок звучания этой фразы, вы не используете людей, а просто не мешаете им делать то, что они хотят. Все проблемы, так или иначе, рождаются в результате возникновения противоречий между внутренними намерениями людей. Один, руководствуясь своими интересами, хочет чего-то добиться от другого. Другой, в свою очередь, думает иначе и хочет добиться своего. Как сбалансировать разницу в интересах и удовлетворить потребности обоих? Сложная задача, не правда ли? На самом же деле задача очень простая. Для ее решения требуется всего лишь определить то общее, что лежит в основе внутреннего намерения людей. Так вот, в основе внутреннего намерения человека лежит его чувство собственной значимости. Единственное, что движет человеком и в то же время ограничивает его свободу в мире маятников, это внутренняя и внешняя важность. Чувство собственной значимости относится к внутренней важности. Маятники, как энергоинформационные сущности, порождаются группами людей и начинают существовать независимо, подчиняя людей своим законам. Подчинение реализуется через посредство чувства важности. Поэтому наибольшая часть мотивации человека лежит в области реализации собственной значимости. Оставшаяся часть относится к фрейли, то есть велениям души. Эта малая часть, как правило, слабо развита, поскольку заглушается постоянной необходимостью поддерживать свою значимость в мире маятников. Чтобы запустить механизм внешнего намерения в отношениях с людьми, придется взломать еще один ложный стереотип. Вы можете часто слышать такой, казалось бы, правильный призыв: «Не пытайся изменить других, начни с себя». Это сразу вызывает душевный дискомфорт. Значит, это я несовершенен, значит, себя надо менять, а как не хочется. И правильно, не хочется. Не надо пытаться изменить других, но и себя менять тоже не следует. Что бы вы ни делали с собой или другими, все это будет малоэффективной и вредоносной работой вашего внутреннего намерения. Проблема решается иначе. Надо позволить другим реализовать свое внутреннее намерение. Тогда заработает внешнее намерение, а ваше внутреннее реализуется само собой. Например, женщина хочет, чтобы ее мужчина женился на ней, а он по непонятным причинам отделывается отговорками. Работая внутренним намерением, женщина устремляет все свои помыслы на то, чтобы заставить его жениться. Так она не добьется ничего,
а только создаст избыточный потенциал своего желания и важности брака. В результате равновесные силы отберут у нее избранника. Может, он просто не любил? Конечно, нет. Ведь женщина превратила любовь в отношение зависимости. Если ты меня любишь, то женишься на мне. Чтобы заработало внешнее намерение, женщине необходимо отказаться от желания женить на себе мужчину и задаться вопросом, чего хочет мужчина в браке. Ответ на этот вопрос она найдет без труда. Он, несомненно, хочет реализовать свой набор значимостей. Я любим, меня ценят, уважают, мной восхищаются и так далее. Направив свою энергию на реализацию этих значимостей, женщина не только добьется своей цели, но и получит реализацию подобных же значимостей у себя. Ну а если он не заслуживает того, чтобы его уважали и любили, тогда вообще зачем с ним возиться? Свобода выбора есть у каждого. Как видите, нет надобности менять себя. Все дело в том, что открытая форточка находится совсем в другом месте. Человек, как правило, всецело поглощен мыслями о том, что он хочет добиться от других, но не пытается определить, чего же хотят они. Переключив внимание на желания и мотивы других, вы легко получите то, в чем сами нуждаетесь. Для этого надо всего-навсего задаться вопросом, на что направлено внутреннее намерение партнера. Это означает отлететь от стекла и, наконец, увидеть открытую форточку. Как только это сделано, остается лишь перенаправить свое внутреннее намерение на реализацию внутреннего намерения партнера. Таким образом, ваше внутреннее намерение будет преобразовано во внешнее. Очень часто внутреннее намерение направлено на то, чтобы привлечь к себе внимание и преподнести себя в лучшем свете. Допустим, вы озабочены чем-то, что как раз не получается. Представьте себе, что отправляетесь на вечеринку. Так вот, там приглашенные сразу же переключат внимание только на вас и все время будут за вами следить. Ведь они собрались только для того, чтобы обсудить, как вы одеты, как двигаетесь, о чем говорите. Если в какой-то группе вы услышали смех, значит смеются над вами. А сколько поймаете пренебрежительных взглядов? Сочувствую. Вы, конечно, сообразили, что все это надо понимать наоборот. Все люди прежде всего заняты собой и отношением других людей к своей персоне, а своим отношением к другим в последнюю очередь. Поэтому можете расслабиться, успокоиться и держаться свободно. Не пытаться держаться естественно, а просто позволить себе естественность и непринужденность. Надо отметить, что если вы зададитесь именно целью держаться непринужденно, то ничего не получится. Конечно, кое-чего можно добиться с помощью слайдов. Но на это понадобится некоторое время, а вечеринка намечается уже сегодня. Непринужденности можно добиться, только устранив важность. Однако сбросить важность тоже не так-то просто. Вы не сможете вот так взять и отказаться от желания преподнести себя в наилучшем свете. Выход из этой ситуации очень простой. Человек при общении с вами интересуется прежде всего вниманием к его собственной персоне. Можете не сомневаться в том, что люди заняты исключительно собой. Займитесь и вы ими. Переключите внимание с себя на людей. Активизируйте своего смотрителя и перестаньте играть в игру повышения своей значимости. Поиграйте в игру повышения значимости других. Интересуйтесь ими, слушайте их, наблюдайте. Не надо заискивать, просто двигайтесь по течению. Как только вы переключите свое внимание с себя на других, избыточный потенциал собственной значимости пропадет сам собой. Вот тогда и получится вести себя непринужденно. Для того, чтобы привлечь к себе внимание, достаточно всего лишь проявить интерес к окружающим. Говорите с людьми не о том, что интересует вас, а о том, что интересует их и в том числе о них самих. В таком случае ваше внутреннее намерение трансформируется во внешнее. Окружающие заинтересуются таким собеседником сразу же, им просто некуда будет деваться от вашего внешнего намерения, оно всегда работает совершенно непостижимо. Бесполезно пытаться заинтересовать других своей особой, это внутреннее намерение. Интересоваться другими внешне. Отказавшись от внутреннего намерения и переключив внимание на других людей, вы без усилий получите от них желанный результат. Внешнее намерение сделает это за вас.
Казалось бы, каким образом может получиться так, что я интересуюсь другими людьми и тем самым вызываю их внимание к себе, но буду любопытствовать, разве я сам от этого стану интересней? Дело в том, что будь вы хоть в 1000 раз притягательней, чем есть, все люди всегда заняты в первую очередь своей персоной, а уж в последнюю остальными. Вы сами, пытаясь привлечь к себе внимание, думаете исключительно о себе. Когда проявляют интерес к человеку, он получает реализацию своего внутреннего намерения. Откуда исходит эта реализация? От вас, конечно. После этого кто может теперь заинтересовать его самого? Только вы. Люди интересуются известными личностями, звездами экрана и эстрады. Но это интерес другого рода. Если вы не звезда, вас рассматривают в качестве потенциального партнера для отношений деловых, товарищеских или любовных. Возьмем, например, самый крайний случай увлечения звездами. Фанаты интересуются всеми деталями жизни звезды, поклоняются ей, но, как правило, им в голову не приходит рассматривать звезду как партнера для отношений. В бытовом общении важно не то, насколько вы интересны, а то, насколько вы подходите данному человеку для отношений. Вот это он и оценивает. Думая о себе и находясь рядом, этот человек сознательно и бессознательно проводит оценку, насколько хорошо вы вписываетесь в сценарий отношений, при которых он будет получать удовлетворение собственной персоной. Такое удовлетворение человек получает, если подтверждается его значимость в той или иной форме. Я нравлюсь, мной интересуются, я не пустое место, меня уважают, я не хуже других, меня ценят. Теперь рассудите сами, чего вы добьетесь, если в одном случае будете навязывать человеку себя, а в другом проявлять к нему интерес. Естественно, подойдете ему по всем параметрам, если доставите человеку удовлетворение его значимостью. Если он это получит, то закроет глаза на ваши явные недостатки и простит ваши слабости. Все это человек рассматривает в последнюю очередь. А вот вы, будучи озабоченными своими недостатками, пытаетесь их скрыть и выставить свои достоинства. Повторяю, ваши достоинства и недостатки интересуют партнера в последнюю очередь, а в первую очередь его интересует чувство собственной значимости, которое он получает от общения с вами. Вы можете быть по всем параметрам супер, но это вам не поможет в поиске друзей и партнеров. Напротив, многие звезды страдают от одиночества. Ваши превосходные параметры могут в определенной степени даже повредить в поиске партнера. Человек видит, что вы супер, но он в первую очередь оценивает, насколько будет значителен он сам рядом с таким совершенством. Если вы блистаете перед ним во всей своей красе, он скорее всего решит, что его личность потускнеет в свете блеска. Махните рукой на свои параметры и обратите все свое внимание на человека, дайте ему почувствовать свою значимость рядом с вами, тогда он будет покорен. Интересуясь людьми, делайте это искренно. Не дайте понять, что вы знаете приемы, как добиться их расположения, или имеете какую-нибудь корысть. Если претендуете на их расположение, они, по меньшей мере, достойны вашего искреннего участия. Многие, стремясь завоевать репутацию интересного собеседника, пытаются выставить себя в наилучшем свете. Вот какой я умный, вот как я много видел и испытал. Это работа внутреннего намерения. Большинство людей поступают именно так, когда хотят показаться интересными. Сделайте шаг в сторону из этого однородного строя и примите другую позицию. Поставьте себе цель не себя показать увлекательным собеседником, а дать возможность партнеру проявить себя интересным. Настройтесь на его частоту и внимательно слушайте, задавая вопросы и выказывая свою заинтересованность к теме и личности партнера. Вы можете общаться в течение нескольких часов так, что говорить будет в основном он. К концу беседы ваш партнер будет абсолютно убежден, что встретил очень интересного собеседника и вообще замечательную личность. Так работает ваше внешнее намерение. Оно позволяет реализоваться внутреннему намерению других. В результате вы получите то, от чего отказались. Отказались от выставления на показ своей личности и позволили раскрыться личности другого. Как только вы это сделали, этот другой становится вашим поклонником,
потому что позволили ему реализовать его внутренние намерения. Ни от одной звезды он не сможет получить ничего подобного. Ну а если хотите заинтересовать человека, который не рассматривает вас в качестве партнера для общения, например, нужно, чтобы он принял ваше деловое предложение, а он этого не хочет. Его это просто не интересует. Тогда и подавно вы сможете рассчитывать на его интерес лишь в том случае, если забудете про себя и свое дело и направите все внимание только на него. Искренне интересуйтесь всем, что интересно данному человеку, говорите с ним об этом. Только тогда он проявит интерес к вашей проблеме. Вы можете спросить, почему я должен слушать других, интересоваться ими, уделять им внимание, любить их, уважать, в то время как они заняты только собой, а меня и слушать не хотят. Хорошо, а почему они должны интересоваться и восторгаться вами, любить и уважать? Все, что вы о себе вообразили, мол, я такой вот какой по сравнению с ними, есть всего лишь выдумка внутреннего намерения, облеченная в избыточный потенциал отношений зависимости и важности. Ваше внутреннее намерение состоит в том, чтобы быть значительным. Вы действительно станете значительны в глазах других только в том случае, если откажетесь от своего внутреннего намерения и позволите реализоваться внутреннему намерению других. Ваше преимущество в том, что вы используете свое внешнее намерение, а они наоборот. Используйте свое преимущество. Вообще, когда вы хотите что-то получить от человека, можно использовать один универсальный принцип. Суть его заключается в том, чтобы отказаться от внутреннего намерения получить и заменить его намерением дать. Это делается очень просто. Вы хотите добиться от человека признания и уважения? Не требуйте к себе уважения. Уважайте человека сами, добивайтесь того, чтобы он чувствовал себя значительным в ваших глазах. Вы нуждаетесь в сочувствии и благодарности. Не ищите их. Принимайте искреннюю заботу и участие в проблемах человека. Стремитесь добиться симпатии. Вы ее не получите за красивые глаза. Проявляйте симпатию к человеку сами, тогда будете ему симпатичны по определению. Нуждаетесь в помощи и поддержке? Помогайте сами. Тем самым вы повысите свою значимость, а человек не захочет быть менее значительным и не останется в долгу. Наконец, вы хотите добиться взаимной любви? Откажитесь от права обладания и отношений зависимости. У вас это получится, если будете просто любить, ни на что не рассчитывая. Такая любовь встречается очень редко, и перед ней никто не устоит. Во всех этих случаях вы непременно получите то, от чего отказались. Есть еще один вопрос. Как побудить человека что-нибудь сделать? Внутренним намерением вы можете заставить его, если обладаете такой властью. Можно также убедить его в необходимости это сделать. Но самый эффективный способ предлагает внешнее намерение – устроить все так, чтобы человек сам захотел помочь вам. Для этого необходимо согласовать дело с целями и устремлениями данного человека. Задайтесь вопросом, как связать то, чего хочу я, с тем, что нужно другому. Сначала определите потребности человека, к чему он стремится, чего ему не хватает: деньги, власть, уважение окружающих, удовлетворение от хорошо сделанной работы, забота о детях, престиж, положение в коллективе, известность в обществе и так далее. Все эти вещи представляют собой вариации на тему собственной значимости. Каждый человек в конечном итоге чувствует себя плохо, если он мало что значит в этом мире. Если он ничего из себя не представляет, если от него мало что зависит, он стремится повысить собственную важность. Добиваясь какого-то результата, человек ставит перед собой новые задачи, планка собственной значимости повышается. Так всю жизнь человек проводит в погоне за внутренней важностью. Ничего плохого в этом нет. Нельзя никого осуждать за его стремление быть значительным. Каждый добивается этого по-своему, но пытаются все. Напротив, если человек остановился в своем развитии и ничего не хочет, это уже скверно. Но так бывает редко. Обычно человек хоть к чему-то достремится, как правило, что-то его не устраивает в положении, которое он занимает в окружающем мире. Вот и определите, каким образом сделанное дело повысит его чувство собственной важности.
а потом преподнесите человеку задачу в свете повышения его значимости. Позвольте человеку повысить ее, и он сам захочет это сделать. Когда он это сделает, щедро оцените его по достоинству. Руководствуясь этим принципом, вы легко сможете побудить других людей действовать в своих интересах. Внутренним намерением вы пытаетесь заставить или упросить их сделать это. Внешним просто изъявляете желание. Пусть все само складывается в вашу пользу. Для реализации внешнего намерения необходимо устроить так, чтобы люди, думая о своем и занимаясь своим делом, действовали в ваших интересах. Для этого необходимо всего лишь проснуться, отвлечься от своих интересов и подумать об интересах других. Например, если вы занимаетесь торговлей, то скорее всего думаете о том, как бы продать товар данному покупателю. Он же вовсе не думает о том, чтобы угодить вам, покупая этот товар. Он не хочет, чтобы ему продавали. Он хочет покупать. Улавливаете разницу? Мне каждый норовит что-нибудь всучить, но я этого не хочу. Я сам хочу выбирать, что мне надо. Не думайте, как бы вам продать товар. Думайте о том, что хочет приобрести покупатель. Стремление продать – это внутреннее намерение. Внешнее намерение направлено совсем в другую сторону узнать, чего хочет покупатель. Не обязательно даже знать, какой товар он хочет приобрести. Если его беспокоит ревматизм, а вы искренне интересуетесь этим, подсказываете ему доктора или средство, он покупает товар у вас. Не потому что этот товар лучший, а потому что вы, продавая кирпичи, разговариваете с покупателем о его ревматизме. Это упрощенный пример, но принцип, который в нем заложен, работает безотказно. Всякий раз, когда вам необходимо получить желаемое от другого человека или заставить его что-то сделать, отбросьте свое внутреннее намерение. Задайтесь вопросом, в чем состоит внутреннее намерение этого человека. Поступайте так, чтобы способствовать реализации его намерения. Только тогда, когда вы уже помогаете намерению человека реализоваться, подумайте вскользь о том, что вы хотите от него получить. Занимаясь реализацией его намерения, вставьте как бы между делом свою просьбу. А может статься так, что вам даже не придется заикаться о собственном деле. Все может получиться само собой. В этом заключается волшебная сила внешнего намерения. Еще более действенным средством воздействия на людей является попытка индуцировать у них внутреннее намерение. Если разобраться, это делается довольно просто. Внутреннее намерение почти всегда мотивируется внутренней важностью. Каждый человек в той или иной степени и тем или иным способом стремится защитить, подчеркнуть и повысить свою значимость. Если вам необходимо чего-то добиться от людей, нужно лишь придумать, каким образом они смогут тем самым повысить свою значимость. Это называется бросить вызов. Можно бросить вызов группе людей, а ну, кто лучше? Или сыграть на чувстве профессиональной чести, не ударим в грязь лицом. Можно просто обратиться к внутренней важности, покажем всем, чего мы стоим. Если человек принял этот вызов, в контексте собственной значимости, он будет выполнять вашу волю как свою собственную. Так будет именно потому, что вы отказались от своего внутреннего намерения и обратили внимание на внутреннее намерение другого человека. Используйте внутреннее намерение других, а не свое собственное.